Всем привет! Мы продолжаем вязать с вами наш чепчик. Вот что должно у нас получиться в итоге. Ну а закончили мы вязать вот на этом. Поглядите, мы связали с вами 4 ряда, и последний ряд из воздушных петелек мы не довязали. Мы его будем делать красными ниточками. А сейчас нам нужно обвязать наш чепчик в том месте, где у нас будет шейка. Делаем первую воздушную петельку, одну воздушную петельку, и обвязываем столбиками без накида. Весь ряд обвязываем столбиками без накида. Итак, делаем одну воздушную петельку и, начиная с первой петельки, вяжем столбики без накида. В этом ряду получается так, что мы вяжем в наши горизонтальные столбики. Они у нас сейчас уже находятся горизонтально, наши столбики с одним накидом. И когда вы вяжете, сделайте так, чтобы в один столбик с одним накидом получилось 2 столбика без накида. Но не забывайте, что у нас есть столбик с 2 накидами. В этот столбик с 2 накидами нужно провязать 3 столбика без накида. Итак, вяжем весь ряд из столбиков без накида. Тут не сильно важно, как вот вязать, соблюдать какие-то правила. Главное, что мы вяжем, чтобы вязание было равномерное, не стянутое нигде. Не должно не стягиваться, ни наоборот. Следите, чтобы лишних не было связано столбиков. Если какие-то есть такие неровности, мы сейчас исправим вторым рядом. Вот я довязала ряд до конца. Делаем 3 воздушные петли, поворачиваем и вяжем уже в каждую петельку за обе стенки по столбику с одним накидом. Столбики с одним накидом в каждую петельку. Этот ряд проще, потому что у нас уже обвязан край из столбиков без накида. И вот сейчас мы вяжем столбики с одним накидом в каждую петельку. Итак, вяжем ряд до конца. Вот такой ряд простой из столбиков с одним накидом. Сквозь эти столбики мы будем в дальнейшем продевать нашу атласную ленту, которая будет служить завязочкой для нашей шапки. Давайте самостоятельно довяжем ряд. Тут ничего сложного нет. Итак, ряд довязан. Вяжем новый ряд. Делаем одну воздушную петельку и, начиная со второго столбика, вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку. По одному столбику без накида. И так обвязываем весь ряд. Также тут ничего сложного. Просто по одному столбику без накида мы провязываем в каждую петельку. И так весь ряд до конца. Давайте довяжем. Вот что получается. Видите, ряд уже ровный, край ровный. Я довязала до конца наш ряд. Теперь берем мы красную ниточку, делаем первую рабочую петлю, шапочку берем лицевой стороной к себе и заводим крючок, начиная с ряда обвязывания. Так. Делаем столбик без накида. Далее делаем столбик без накида под первой воздушной петелькой. Ну а дальше 3 воздушные петли, столбик без накида под воздушной петелькой. 3 воздушные петли, столбик без накида под воздушной петелькой. Такой ряд мы уже с вами вязали. В нем нет ничего нового. 3 воздушные петли и столбик без накида.
3 воздушные петли, столбик без накида. Мы довязали. Далее сразу вяжем столбик без накида под следующий, начинаем вязать следующий наш веер. 3 воздушные петли, столбик без накида. И так можно довязать ряд до конца. 3 воздушные петли, столбик без накида. Вот и второй веер у нас почти довязан. Сразу приступаем к третьему вееру. 3 воздушные петли, столбик без накида. И довязываем до конца. Обвязывать можно не только красными ниточками, но и голубыми. Можно оставить полностью всю шапочку белой или обвязать розовыми ниточками. Можно при обвязывании использовать бисер или какие-то бусины. Поэтому учтите это. Вот что получается. Вот такой вот край. Поглядите. Я думаю, тут понятно. Он потом будет отгибаться у нас слегка. И шапочка такая получается очень красивая. Теперь нам нужно обвязать наше донышко. Для этого снова берем белые ниточки. Делаем первую рабочую петельку. Берем донышко лицевой стороной к себе. Находим то место, с которого мы начали обвязывать донышко, ту петельку. Вот она. И с нее начинаем вязать. То есть то место, с которого мы начинали обвязывать. Помните, 4 воздушные петли, 5 воздушных петель. Вот этот вот ряд. Мы находим эту первую петельку, закрепляем нашу ниточку и делаем 4 воздушные петли. Снова откладываем 4 петельки. И как раз в том же месте, где мы делали столбик без накида, когда обвязывали таким же рядом наше донышко, в эту же петельку вяжем столбик без накида и далее вяжем 5 воздушных петель. Снова через 4 в четвертую петельку мы соединяем столбиком без накида, вяжем 4 воздушные петельки. Соединяем столбиком без накида и 5 воздушных петель. Видите, они в одних и тех же местах соединены. Вот этот ряд и тот ряд, где мы обвязывали тоже донышко, когда вязали шапочку. Также тут у нас идет чередование, начиная с 4 воздушных петель, 4, 5, 4, 5, 4, 5, и закончить мы должны 4 воздушными петельками. 4 воздушные петли соединяем, 5 воздушных петель соединяем. Напоминаю, что соединяем мы в том месте, где у нас мы соединяли предыдущий ряд, а именно в каждой 4 петельке. Ну и вот что получается. Итак, ряд довязан, мы вяжем новый ряд. Для этого нам нужно перевести крючок под цепочку из воздушных петелек. Делаю 1 воздушную петлю, перевожу крючок полустолбиками и под цепочкой из 5 воздушных петелек мы вяжем 9 столбиков с одним накидом. 9 столбиков с одним накидом под цепочкой из 5 воздушных петелек. Опять же, такой ряд мы вязали с вами. Мы сейчас ничего нового не будем вязать, мы просто для обвязывания нашего донышка будем использовать один из вот таких больших рядов. Итак, 9 столбиков с накидом и соединяем столбиком без накида под цепочкой из 4 воздушных петелек. Снова начинаем вязать столбики с одним накидом под цепочкой из 5 воздушных петелек. 5 воздушных петелек, под эту цепочку у нас вяжется 9 столбиков с одним накидом. 9 столбиков с одним накидом соединяем, 9 столбиков с одним накидом соединяем. Вот такой вот у нас ряд получается. Поглядите. Вот наш ряд, и мы давайте его довяжем до конца. Вот он прям точно такой же, как и вот этот, видите?
Просто мы дальше уже пошли обвязывать следующий ряд, а здесь мы только свяжем один ряд и обвяжем его красной ниточкой. Ну вот я обвязала нашу шапочку. Посмотрите, рюша готова. Как ее вязать? Если вы забыли, то вернитесь к первому видео. Я там подробно показывала все до единого ряды, которые мы вязали. Тут ничего нового нету, все то же самое. Теперь мы берем нашу атласную ленту. Вот у меня она такая в горошек, и мне она очень нравится. И будем вдевать сквозь наши столбики с одним накидом. Берем крючок побольше. И это очень важно взять большой крючок, потому что он не должен портить нашу атласную ленту. У меня крючок на 4,5 миллиметра. Такой большой крючок. И теперь через 3 столбика с одним накидом мы проводим нашу атласную ленту, протягиваем ее через каждые 3 столбика с одним накидом. Вот. Посмотрите. 3 столбика с накидом, продеваем. 3 столбика с накидом, продеваем. Здесь я в ряду, где столбик с накидом, принципиально не откладываю воздушные петельки для вдевания нашей ленточки, чтобы лента была более туго зафиксирована. Это было очень удобно, не ходила сплошным ходом. Ну вот наша шапочка готова. Я надеюсь, что у вас все получается. И не забывайте присылать фотографии своих работ в группы ВКонтакте и Одноклассники. Ссылочки на эти группы я дала ниже. Мне очень интересно, что же у вас получилось. Давайте общаться, дружить. Также пишите свои пожелания, чтобы вы хотели связать в следующем видео. И мы обязательно это свяжем. Оставайтесь на моем канале и не забывайте подписываться, если еще не подписаны. Увидимся с вами. Пока-пока!